Получение платины по очередной игре из серии Resident Evil — это как всегда и весело, и страшно одновременно. Значит, он точно не встанет. Блять, ты что? Ты кто такая? Привет, трофи-хантеры и казуалы! В этом видео я выбил платину в Resident Evil Requiem, и, как ни странно, моя задница почти не сгорела. Resident Evil Requiem — это свежая, 9-я по счету часть легендарной серии Resident Evil, где зомби, корпорации и еноты пытаются стереть человечество с лица земли. Игра вышла 27 февраля 2026 года, а на Metacritic у нее вполне бодрые 89 баллов. А значит, страдать за платину было уже не только больно, а еще и приятно. Так неожиданно и приятно. Всего в игре 50 трофеев, 21 из которых можно пропустить. Дофигища ачивок на сбор коллекционных предметов и аж 3 плюс прохождения для получения всего и вся. Спойлер, можно и за 2, есть твоя фамилия Кеннеди. Так как я являюсь давним фанатом вселенной Resident Evil, привет, Милли Йовович, и в моей копилке уже есть платины практически на все части серии, за исключением Vanilla и Resident Evil 3, которую я прошел на ПК. Не бейте ногами. Кстати, напишите в комментариях, стоит ли мне получить платину в оригинальной Resident Evil. То на предложение игры выбрать обычный классический режим сложности я сказал... Here we go again. Первое прохождение, конечно же, вслепую. Никаких гайдов, только боль и страдания в реальном времени. Добро пожаловать в обитель зла. Сюжет начинается с того, что нас знакомят с новым персонажем, Грейс Эшкрофт, аналитиком из ФБР, начальник которой принимает, пожалуй, лучшее управленческое решение в истории ФБР, отправляет Грейс расследовать дело в отель, где 8 лет назад убили ее маму. В отеле Ренвуд. Я знаю, что там погибла твоя мать. И что тебе будет непросто. Да ты что, охуел, блядь, сука? Одевшись по погоде, Грейс двинула в отель. Встретила милого полицейского на входе и по остаткам прошлогодних пельменей и полного холодильника чебупелей поняла, что дело попахивает жареным. На месте мы узнаем, что за Грейс все это время кто-то вел слежку, а во внезапном флешбеке мать Грейс, Алиса, пытается спасти ее от таинственных преследователей. Алло? Там дернули в трубку. По дороге умирает один второстепенный персонаж, а Алису на глазах у Грейс лишает головы какой-то зомби-ассасин. Попалась. В настоящем Грейс вновь пересекается с милым и голодным полицейским. И чудом выжив, встречает нового злодея Виктора Гидеона, свихнувшегося ученого, исследовавшего T-вирус. Тот, в свою очередь, недолго думая, проводит удушающий и уносит Грейс в неизвестном направлении. И вот Леон. Леон. Как много хорошего в этом имени, начиная от фильма Люка Бессона и заканчивая единственным мужчиной, который может опоздать на первый рабочий день в полиции и все равно стать легендой. С момента, как Леон впервые пересекся с Шерри в Ракун-Сити, прошло 28 лет. За это время Шерри выросла, Леон постарел, а Капком все еще не дает этому мужику нормальный отпуск. По наводке той самой Шерри, Леон отправляется в отель Ренвуд, где он практически сразу же замечает Витю, ожидающего маршрутку. Глазам своим не верю. Витя, недолго думая, заражает вирусом всех вокруг себя и в суматохе текает дворами. И тут начинается тот самый экшон и те самые файты, за которые мы все так любим Resident Evil. Леон, в отличие от предыдущих частей, еще резче машет ногами, а вместо ножа ловко использует небольшой топорик отряда спецназначения. Первая ачивка не заставила себя долго ждать, и она опять же связана с новой механикой за Леона. Теперь он может метать во врагов лежащее на земле оружие. И сразу же после того, как Леон рассказал всем зомби, кто здесь батя, мы получаем вторую ачивку, а Леон с подсказки Шерри узнает, куда Витек забрал неизвестную нам девушку. Все впустую. Не обязательно. После краха Амбреллы Виктор купил здание. Медицинский центр Роудс-Хилл. Сейчас пришлю адрес. У фанатов Леона на этом моменте сердечко забилось чаще, так как они поняли, что Леон и Шерри заражены вирусом, и от их расследования зависит их жизнь. Спустя время Грейс просыпается в пустой палате в клинике Гидеона Роудс-Хилл. Медсестры нет, палата пустая, и по атмосфере понятно, выписка будет через ад.
Нас учат использовать краску, чтобы сохраняться за Грейс, за что мы сразу же получаем очередную ачивку. Игра уже начала нагнетать атмосферу ужаса, и спустя некоторое время я уже отложил первые кирпичи для своего особняка страха, где каждая комната — это новый скример. Твою-то мать! Блядь. Блять, извиняюсь. Чуть-чуть обосрался. Такой большой хэдкраб вылетел. Валидол понадобился после первой же встречи с местной девочкой, которая ела кашу, потолки и людей. Зачем ты его трогаешь-то? Ёб твою мать. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это чё за хуй? Это чё за хер? Блять! Беги! Быстрее к свету! Блять, не оглядываться! Вообще, такие приколы с девочкой возникали достаточно часто. Нам надо достать свертку отсюда. Да ты чё? Тихо. Уходи отсюда. Ёб твою мать. Она меня видит? Блять! Нихуя себе, блядь! Пошла нахер. Бежи, блядь. Понял. Отвертка покрыта ржавчиной, затерта, но вроде бы еще исправна. Нам и такая пойдет. Самое главное сейчас дойти до дома, так скажем. Пошел ты в пизду.
Так, ну она сделала проход. Мы сейчас просто пройдем через ту же дверь, которую она там сломала, да? Да, вот так. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Ну чё? Чё, не сможешь туда пройти? Лох. Блять. Вы чё, блядь, дурачки? Блять, у меня тут свет сломался, ёб твою мать. Нет. Так, сейчас мы сначала открутим эту херню. Так, предохранитель. Если вернуть его в предохранительный щиток, питание должно восстановиться. Ну, это понятно. Ладно. Господи. Беги! Быстрее! Блять! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай. На свет, на свет! Хорош! Пошла вон! А это случайно не ее мать, кстати, типа? Какая-нибудь мутируешься? Не. Да я же на свету, нет! 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 Беги! А? Что? Грейс, несмотря на все усилия, остается в лапах девочки. В то же время приехавший в лечебницу Леон участвует в кровавых разборках с работниками и пациентами, и его с порога встречает бензопила, местный аналог администратора на ресепшене. Так, а я чё? Так, пипец, это чё такое? За удачное парирование, мать его, бензопилы, мы получаем очередную ачивку «Неприкосновенность». Оставив после себя кровь, кишки и голые тела в экстазе, Леон находит первого енота для коллекционной ачивки. И чтобы больше не отвлекать вас этими паршивцами, мы сразу глянем, как они все были уничтожены в моем первом прохождении. Охота началась. Я был недостаточно внимательный и пропустил пару енотов, но они получили по шапке в следующем моем прохождении. Нас учат пользоваться ящиком, а исследуя больницу, мы находим слепую подопытную девочку, которую клиника использовала как доказательство, что хуже бесплатной медицины бывает только секретная. Блуждая по лечебнице, мы натыкаемся на мясного сомелье, которого я пожалел и обошел. На самом деле я обосрался. Нихера себе. Испугались? Обосрался. Скитание по этому криповому, скажу я вам, месту – это тот еще экспириенс. Гемолитический инъектор. Особое средство, которое уничтожает зараженные клетки крови, не дает трупам мутировать и позволяет скрытно устранять врагов. Если подкрасться к врагу сзади, его можно мгновенно устранить с помощью гемолитического инъектора. Ту же тактику можно применять и к оглушенным врагам. Ну давайте. Да, так, да? Смертельная доза. Убить зомби гемолитическим инъектором. Я напряг свои две извилины и с легкостью решил загадку с молекулами, за что получил еще одну ачивку. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Это легко. Теперь можно создать патрон для пистолета гемолитический инъектор. Это наука, детка. Разблокируйте инструкцию, выполнив анализ. А следом еще одну за то, что скрафтил пистолетные патроны из крови. Создать предмет, используя систему взятия крови.
Затем я с двух ног открыл первый ящик с помощью отмычки, которую удачно нашел в одном из помещений. Вся в мать. Взломать ящик отмычкой. В смысле, вся в мать. И уже выполнил первый майлстоун по добытой крови, благо ее тут предостаточно. Давайте инъектор создадим. Крови, больше крови. Используйте 300 микропроб зараженной крови. Собрав волю в детский кулачок, я решил поквитаться с адским шеф-поваром. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Как можно в упор не попасть? Умри! Полная прожарка. Одолеть шеф-повара в медицинском центре в основном сюжете. Ну-ка он все... Ох, как он взорвался. Пристройку к дому из коричневых кирпичей я отложил, когда меня в прямом смысле слова чуть не закатали в асфальт. Больной ублюдок. Ах да, забыл упомянуть о Чанке, который появился в коридоре так внезапно, что я сначала испугался, а потом понял, это просто игра загрузила тяжелый контент. То, значит, он точно не встанет. Блять, ты что? Ты кто такая? It's the biggest piece of dog shit. Это человек? В первом прохождении мы решили разойтись мирно. Я ушел направо, Чанг налево, а его трусы остались бороться за выживание. Капком в этой части серии порадовал необычными архетипами зомби. Так, например, мне повстречались зомби-вокалистки. Но так как их пение больше напоминало отпевание, мне пришлось их убить. Больная на голову. Попробовать ее убить. Ох, ни хрена. Да им вообще поим. Ну давайте сделаем так, чё. Это фиаско, братан! Пошел! Как это возможно? Одолеть двух певиц в основном сюжете. Нифига ее там размозжило. Ах да, про сюжет. По канонам резидентов нам необходимо собрать 3 камня, чтобы вставить в отверстие двери, чтобы покинуть это закулисье кривого зеркала. Так, еще остался один.
Для сбора последнего камня нам понадобилась помощь Эмили, той самой слепой девочки. И пока она расшифровывала для нас загадку шрифтом Брайля, нам пришлось отбиваться от толп зомби. Пока читай. А я займусь этим. Фига себе займусь, я не хочу заниматься этим. Можно и я пойду лучше почитаю? А у меня хилки даже нет, да? Провал. Двоих одним выстрелом, да, походу, все-таки убивает. Что это было? Ё-моё, я все патроны револьвера потратил. Инъектор не нужен. Эмили уже ждет меня. Да подожди, это я все соберу, значит. Я здесь. Я здесь. После сбора последнего камня девочка Халк по имени Мари схватила Эмили и утащила в подвал Роудс-Хилл. Грейс, недолго думая, прыгает следом за ней. Все из-за меня. Блин, а нельзя просто мне домой поехать, завершить задание ФБР, сказать, что я ничего не нашел и все. Нельзя бросать ее. О, Боже. Ладно. Сейчас будет за Леона. Темные глубины. Добраться до подвала медицинского центра. Нас переключает на Леона, который в очередной схватке дает чапалах Гидеону и сразу же нарывается на еще большие неприятности. Тебе скоро конец. Я тебе не закуска.
добить его. Ну как тебе такое, а? Ты застрял немножко. А, твою мать. Капец, он бегает быстро. Ну, добей его уже. Давай. Ты еще живой, что ли? А, нет, он умер. Нифига себе. Меня в меню нет. Сразу после победы над жировыми отложениями мы получаем ачивку за первую модификацию оружия.
С боем прорвавших через толпу яйцеголовых зомби и получив ачивку «Дровосек», Леон добирается до кабинета Виктора Гидеона, где он вместе с Шерри подтверждает свои догадки о том, что они заражены именно T-вирусом. Я нашла данные по нашей болезни. Симптомы совпадают. Похоже, это T-вирус. Твою мать. Они заражены. Она тоже? А это та Шерри, типа, Ну, из мы Resident хотя бы вместе Evil так. предыдущей части, да? Типа маленькая девочка была или что? Ладно, что у нас есть? Элвис. Грейс. Она здесь при чем? Тем временем в подвале больницы Грейс пытается вытащить из заточения Эмили. Для этого она занимается поиском 3 штекеров для открытия ее камеры. В подвале нас ждут скримеры. Тварь. Она ест этого мужика. Быстрее! Ух. Ах, тварь. А она его съест, интересно, если он сейчас к ней подойдет? Ничего мне не можешь сделать, да? Да. Ух ты! Чё? Нифига себе ты, конечно, дерзкая. Я думал, она меня сейчас убьет, блин. Кошмар. Ох ты ж, мать, их тут сколько, блин, а что мне сейчас? Там патронов еще столько. Блин. Давай, чё. Что? Какая обработка еще? Так, я должен тут выживать, да? Ни хрена себе. А чё меня засосало с такого расстояния-то? Я был храбрым и совершенно не боялся. Опа. Что это такое? Она тут где-то ждет сверху, да? Тут же дырка. Она тут сверху где-то сидит. То есть, если я сейчас возьму, она сразу выпрыгнет, что ли, на меня? Или что? Ах, твою мать! Быстрей!
Она меня не достанет! Пошла вон! Я же знал, что она так выпрыгнет. Вот. Хочется тебя назвать, конечно, нехорошим словом, но... Крысеныш такой, а? Так. Собрав все штекеры, Грейс и Эмили совершают эпичный побег, а я наконец-то смог сменить труселямбы. Пойду посру. Раз. Два. Три. Да будет свет. А куда ты побежал-то? А, за ней сразу? Это я! Я, Грейс, Грейс! Тише! А, я сейчас с ней буду на плечах выходить, да? Ё-моё. Только не это. О, лифт заработал. Мне надо к лифту срочно. Быстрее. Крепче! Я боюсь! Что это за шоу? Все будет хорошо. Только держись. Быстрее, быстрее, быстрее. Никуда не уходи. А я чё? В чем проблема? А, нет! Быстрей! Кнопку нажать! Пошла вон! Пошла вон! Фу. Блин, а я так сейфы не открыл, да? Блин, а как можно было, типа... А как-то можно было их открыть? Нет, я где-то сейф, походу, не... А может, это Леон откроет потом сейф? О, ну ладно, мы хотя бы убежали от этой девочки второй. Как ты, нормально вообще, нет? Хорошо. Хорошо, Эмили. Какая криповая девочка, конечно, вообще. Может, кстати, она, если первая девочка превратилась... Тихо. Так. Нифига себе, она тут... Блин, она сейчас там нас встретит. Быстрее! Надо уходить отсюда. Быстрее! Бегите! Эй! Отпусти! Лифт падает. Еще чуть-чуть, нет! Вытащи ногу, она же сейчас прижмется. И иди гуляй, играй в свой двор. У нее что, ногу оторвало? У нее ногу оторвало, что ли? Нет, ну пожалуйста. А, нифига, и у него руку оторвало. Нога у нас в порядке. Капец. Грейс. Грейс, ты в порядке? Дед в порядке. Теперь. Но эта девочка явно не умерла. Если в прошлый раз Леон ей голову прострелил, и она осталась жива. Цела. Рука для нее, потеря руки для нее вообще Вот я. Я сберегла. семечки просто. О, да, нам как раз эта штука нужна была, чтобы выйти во двор, да? Умница.
Мне нравится еще, она так с этой девочкой быстро подружилась. Какая-то непонятная девочка в лаборатории сидела, слепая. Вторая девочка, которая рядом с ней сидела, превратила в монстра. И она такая обнимает ее, холит и лелеет. Короче, я бы к этой девочке вообще максимально осторожен был. Я бы вообще, типа, не знаю, ее в черный лист добавил в Телеграме. Так. О, оторванная рука. А что, я могу взять? Еще теплая. Oh my. Хрена себе. Эмили, А зачем мне рука ее? Еще тепленькая. Получив последний камень кварца для двери, Грейс и Эмили покидают здание больницы, а мы получаем очередную ачивку. Че вообще за двери, в которые надо вставить 3 кварца, чтобы она открылась? Долгая ночь. Добраться до двора медицинского центра. Блин. А мы помним, что во всех дворах Resident Evil начинают появляться собаки, еще какие-нибудь четвероногие твари. Во дворе мы находим вертолет с подозрительным пилотом. Ключ от вертолета, конечно же, находится где-то в лаборатории Гидеона. Я нас отсюда вытащу. А ты найди ключ, да? Ты раздобудешь Ну, ключ. конечно. Он вон там. Я читаю тебе как открытую Я бы книгу. сам пошел. Грейс решает загадку с бутылкой вина, между прочим, с отсылкой на Шато Димитреску из Resident Evil Village. Типа ДНК такой, да? Прикольно. Модель двойной спирали. Модель двойной спирали, похожая на схему ДНК. На обоих концах есть выступы, которые, судя по всему, куда-то можно вставить. Куда? Угу. Ого! что? Грейс забирает ключ из лаборатории и чудом выживает в кровавом апокалипсисе. Так как мы знаем, что вертолеты, как и второстепенные персонажи, долго не живут, Грейс и Эмили разбиваются и спасаются бегством от толп зомби, а Леон в это время прикрывает их со снайперской винтовки с крыши ближайшего здания. Леон дал по щам всем зомби, Грейс и Эмили спаслись, но их все еще преследует Мари. Пошла нахер! Большая пушка. Оглушить девочку реквиемом. Знатно прожарив последнюю, Грейс встречается с Леоном, который, несмотря на ее протесты, убивает мутировавшую Эмили. Нам представляют Зено, члена преступного синдиката Соединения, основная цель которого заполучить Элпис, детище Спенсера, которое каким-то образом связано с Грейс. Я ждал тебя, Грейс. Грейс улетает с этой сладкой парочкой в Ракун-Сити, а Леон садится на свой Порш и едет в том же направлении. Скитание по Ракун-Сити за Леона заняло большую часть моего первого прохождения. Там мы встретили огромного паука с мутировавшей жопой, бешеных зомби с бензопилами, зомби-солдат, который умеет стрелять из автоматов и пусковых установок ракет. Покатались на байке по разрушенному городу в компании Витька и его милых собачек. В злополучном полицейском участке встретили тирана без его модной шляпы и надрали ему задницу. Ой-ой-ой-ой. Вот Ты чё, дурак? Нифига себе он. По пути мы выполнили ачивки. Шопотерапия за покупку предметов в ящике припасов. Открыватель за открытие всех контейнеров БСА. Истребитель за убийство 300 врагов. Экономия боеприпасов за убийство 3 врагов одним выстрелом из реквиема. Вам вниз за спуск на землю на старой подвесной платформе. Уличные гонки за прерывание атаки Гидеона на дороге. Возвращение героя за прибытие в полицейский участок.
И это уже помню, за убийство тирана. Далее Леон пробирается через заросли мутировавших растений в спрятанную биолабораторию Амбреллы, где, судя по всему, и спрятан тот самый Элпиус. Нас награждают за геноцид растений, а также за крафт всех возможных предметов за Леона. Подравшись с огромной крапивой и выйдя победителем, Леон переступает порог той самой лаборатории. Вы скажете, Capcom, это уже было в каждой части. Мне похуй. Я так чувствую. После небольшой перепалки с Зена, Леон и Грейс снова вместе, но снова ненадолго. Если со мной что-то случится, Убей меня. обещай мне покончить с этим. Мгм. Обещаю. Грейс идет расчищать путь для Леона, попутно прячась от Ё-моё. лизунов и зомби-альбиносов. Я вижу там труп. Он наверняка встанет. Чистая комната называется. Да уж. Вообще чистая. Вся в крови. В конце пути она узнает, что, возможно, Элпис это не очередное биооружие, а наоборот, спасение от него. Как думаете, может быть, ваше текущее положение это итог ваших решений? Конечно. Что посеешь, то пожнешь. Леон прорывается через тех же врагов, но Есть. уже буквально на последнем издыхании, так как T-вирус почти уничтожил его. Мы вновь попадаем в зал Элписа, и на выбор, что с ним делать, я решил выбрать уничтожение. Как оказалось, это была плохая неканоническая концовка, за что я поплатился убитым Леоном. Зато я спас тебя. В конце первого прохождения я получил целых 3 ачивки за завершение игры на нескольких уровнях сложности. Перспективный агент. Завершить основной сюжет в режиме обычный, современный или сложнее. Агент-новобранец. Завершить основной сюжет в режиме легкий или сложнее. Во втором моем прохождении я решил не пользоваться лечением и сосредоточиться на собирательных и ситуативных ачивках. Получил ачивку за то, что натравил одного зомби на другого. Завалил Чанка, на которого пришлось потратить аж 3 инъектора. Меня вот так вот всю. Взломал последний сейф, который не понял, как открыть в первом прохождении. Собрал остатки зараженной крови. Добил 2 последних енотов, которых разработчики заныкали «Будь здоров». Заработал остатки кредитов для улучшения и покупки оружия. Прочитал все документы в основном сюжете. Выбрал хорошую концовку и обрадовал, что Зена и Гидеон мертвы, Леон и Шерри исцелены, а Грейс удочерила Эмили, и до выхода новой части Resident Evil можно не переживать за их судьбу. Дозы для тебя. Скоро снова будешь в строю. Спасибо, Леон.
Все прошло бы куда легче, не опоздай Крис на вечеринку. А где он вообще? Без понятия. За второе прохождение получил ачивку за корректную концовку и за то, что не пользовался хилками. За третье прохождение я решил сделать спидран-ачивку и не пользоваться прибором для сбора и использования крови, играя за Грейс. Сделать это было достаточно просто, особенно играя на самом низком уровне сложности, где много ресурсов и патронов, а враги умирают с любого чиха. На накопленные очки Опи я купил и посмотрел все модельки и наброски. Четвертое, финальное мое прохождение на безумном уровне сложности также не заставило меня попотеть. После 3 предыдущих прохождений у меня скопилось достаточно очков, чтобы купить бесконечные патроны на огнестрельное оружие, гранатомет с бесконечными патронами и бесконечную красящую ленту, чтобы иметь возможность сохраняться за Грейс бесконечное число раз. И вот она, платина. Умеете, могете просто. По моему скромному мнению, не такая сложная, как Resident Evil Village, но все же в ней был свой шарм. Удачи, трофи-хантеры и работяги. Увидимся в новых видео.